Уважаемые друзья, давайте продолжим наше путешествие по залам славы великих инвесторов, то есть Hall of Fame of Greatest Investors. И сейчас я хотел бы вам представить сегодня еще троих выдающихся инвесторов. Некоторых вы точно знаете, я в этом абсолютно не сомневаюсь. Некоторых вы, наверное, не знаете, кроме людей, которых этим увлекается и кто действительно следит и исследует ситуацию. Но кое-кого вы точно знаете 100%, и даже он на слуху, и он очень много что сделал в странах Восточной Европы, но не буду забегать вперед. Итак, я бы хотел вам представить новых троих великих инвесторов, которые заслуженно находятся в зале славы великих инвесторов. И поэтому давайте с вами начнем смотреть, кто это такие. Итак, наш очередной великий инвестор, с которым я хотел бы вас познакомить, зовут его Джулиан Робертсон. Родился он в 1933 году в Солсбери, штат Северная Каролина. Ключевые позиции, которые он занимал, это были Kidder, Peabody & Company, это была Webster Management Corporation, Tiger Management Group. Он был известен в 1980-х-90-х годах как волшебник Уолл-стрит. Джулиан Робертсон поставил рекорд среди хедж-фондов именно в этот период времени. И согласно, если брать сложную форму доходности, а что такое сложная форма доходности? Это процент на процент, как вот иногда в простонародье люди говорят. То есть, если человек сделал 10% в прошлом году, в следующем году он тоже сделал 10%, то считается уже как новая сумма с учетом предыдущих 10%, и она уже берется как 10%, поэтому процент он увеличивается. Так вот, сложная норма доходности для его инвесторов за этот период составила 32% годовых. Это очень много. Благодаря этому невероятному росту его фонд Tiger Management был крупнейшим хедж-фондом в течение нескольких лет. И этот фонд, имел под управлением сумму свыше 23 миллиардов долларов. Это очень большая сумма, и вы знаете, что управлять такими суммами очень тяжело, очень непросто, поэтому, конечно же, это только говорит в его пользу, в пользу его таланта и гениальности. Робертсон изучал бизнес-администрирование, то есть экономику, в университете Северной Каролины, который окончил в 1955 году. Его первая работа в области финансов после колледжа была в Kidder, Peabody & Company в Нью-Йорке. Он пришел в эту компанию в 1957 году и провел там 20 лет подряд, приобретя репутацию одного из ведущих биржевых маклеров этой фирмы. Позже, работая в Kidder, Peabody & Company, Робертсон был назначен главой дочернего предприятия этой компании по управлению капиталом Webster Management Corporation. Однако, да, он считал себя человеком выдающимся, какие-то у него сложились напряженные отношения с руководством, и в 1980 году Робертсон покидает Webster и основывает свой собственный хедж-фонд Tiger Management Group с активами всего лишь в 8 миллионов долларов. Посмотрите, 8 миллионов – это вообще мизер какой-то для такого уровня профессионала. К 1996 году, после почти 2 десятилетий звездных показателей доходности, у этого фонда Tiger было более 7 миллиардов долларов в активах, что сделало Робертсона мировым лидером среди специалистов по хедж-фондам. Посмотрите, какой колоссальный рост. Если бы он не был талантом, то, естественно, люди не доверяли ему такие большие деньги. К такому статусу и самому сильному менеджеру в мире повалили инвесторы, стучащие в дверь с просьбой взять их в долю. И Робертсон установил тогда минимум 5 миллионов долларов. То есть, представляете, вот
У нас некоторые люди стремятся там, да, приходите к нам, приносите свои инвестиции, наш минимум там $2000, $3000, там $10 000. А Робертсон установил $5 миллионов минимум, чтобы войти в его фонд, то есть чтобы постучаться в эту дверь и открыть ее со своими деньгами. Как и большинство титанов хедж-фондов, Робертсон переживал падение в своей карьере. К концу 90-х годов Робертсон решил не вступать в суетливую гонку за технологическими акциями, назвав это иррациональным инвестированием. И в результате он обнаружил, что его активы постепенно истощаются, упав с 23 миллиардов долларов до стоимости всего в $6 миллиардов в 2000 году. Я не раз уже упоминал, что да, есть люди гениальные, есть гениальные управленцы, но они все совершают ошибки. Исключений не существует. Все великие имена, все люди, носящие такие громкие великие имена, все совершают однажды ошибки, иногда трагические ошибки, драматические ошибки. Вот и Джулиан Робертсон тоже не поверил в век наступления технологического прогресса, технологических акций, сказал, что это все суета, что это слишком много здесь, в общем-то, погонь за горячими акциями, которые ничего на самом деле не стоят, как ему тогда казалось, и в результате он совершил ошибку. Хулители Робертсона указывают на плохой выбор акций и крупные громоздкие ставки в рискованных областях экономики, как на проблему, которая в конечном итоге и потопила Тайгер. Хотя другие считают, что, возможно, падение случилось из-за дезертирства менеджеров высокого уровня вследствие сурового управленческого стиля и характера Робертсона. Сегодня Робертсон отошел от инвестиций, но сохранил репутацию активного филантропа. Каков же инвестиционный стиль и инвестиционная философия Джулиана? Инвестиционный стиль Робертсона представлен как очень личный и трудный для среднего инвестора, чтобы приспособиться к нему или применить его для собственных идей. Да, многие хотят копировать великих знаменитых инвесторов и хотят что-то делать, но не всегда это получается, и многие стили и многие стратегии достаточно сложны для применения. И тогда люди просто не могут их копировать. Робертсон, как известно, принимал инвестиционные решения после получения отчетов от своих аналитиков в Tiger. Тем не менее, Робертсон приобрел репутацию макротрейдера, который следовал мировым тенденциям и, столкнувшись с идеей применения базовых основ инвестирования, то есть fundamentals, то есть это фундаментального анализа, сосредоточился на умной идее, основанной на исчерпывающих исследованиях, за которой следует крупная ставка. То есть очень серьезно исследовал фундаментальные показатели, очень долго к этому приспосабливался, искал какие-то варианты и после этого делал очень серьезную крупную ставку и приобретал позиции. Возможно, отсутствие ясности и серьезности и быстрые правило в этой модели стало тем, что в конечном счете и привело к падению Робертсона как инвестора. Какие же цитаты он говорил, либо цитаты, которые касаются его, и как о нем говорят другие? Слушаем. Наш мандат состоит в том, чтобы найти 200 лучших компаний в мире и инвестировать в них, а также найти 200 худших компаний в мире и обойтись без них. Но 200 лучших, если не демонстрируют доходность выше, чем 200 худших, то вам, вероятно, следует быть в другом бизнесе. То есть идея заключается в том, что если вы выбрали 200 лучших компаний, а они не демонстрируют доходности лучше, чем 200 худших, с которыми вы сравниваете, значит, вы не умеете работать с инвестициями. Когда Робертсон убежден, что он прав, отмечает бывший руководитель Tiger, Джулиан делает ставки по принципу «идти ва-банк». Очень интересно, помните, один из принципов стратегии успеха, который Уильям О'Нил пропагандирует, и вот там есть один из подразделов: делайте ставку, идите ва-банк, ставьте все на карту. И очень часто, и как правило, это хорошо работает, если все продумано и рассчитано.
Слушайте историю акций, анализируйте и покупайте агрессивно, если она кажется правильной. Как я уже говорил, действительно, Робертсона тяжело копировать, и, как вы видите, он имел способность инвестировать, в отличие, допустим, от Уоррена Баффета, не в 3 акции, не в 3 позиции, а в 200 позиций. Это очень тяжело, это очень широкий проспект имен, и исследовать это очень тяжело. Поэтому копировать его реально сложно и тяжело. Его модель сравнения 200 лучших с 200 худших компаний не очень-то и проста, но она приносила ему успех. Да, в какой-то момент он драматично ошибся. Такое случается. Но ведь он же приносил 32% годовых по сложному проценту. Это исторический факт Джулиана Робертсона. Следующий наш великий инвестор, и, как я уже говорил, слово «следующий» не подходит, но тем не менее по-другому просто не скажешь, да? Это Томас Роу Прайс Джуниор. Junior – это младший, да, есть такая приставка, которая часто используется, если у папы и у сына одинаковые имена, поэтому их отличают как либо senior – старший, либо junior – младший. В данном случае мы имеем дело с младшим Томасом. Итак, год рождения – 1898. Город Линвуд, штат Мэриленд. Умер он в 1983 году. Ключевые позиции, которые он занимал, это было Maccabin Goodrich and Company и T. Rowe Price Associates. Вообще, вот это вот T. Rowe Price, она уже известна, эта ассоциация, как очень крупная управленческая компания, которая работает с паевыми фондами, она существует и до сих пор, и она, в общем-то, достаточно хорошо распространена в Соединенных Штатах и используется очень многими инвесторами и по сегодняшний день. Томас Роу Прайс известен как отец инвестиций в рост. Да, то есть стиль в рост, вы уже помните, да, существует стиль инвестирования в стоимость, стиль инвестирования в рост. Вот он был отцом, законодателем инвестиций в рост. В ранние годы он был брошен в сердцевину Великой депрессии, пережил очень тяжелые времена, но вместо того, чтобы отказаться от инвестиций в акции, он принял вызов. Сильный человек. Особенно, представляете, Великая депрессия, все рушится, все падает, и этот человек, тем не менее, соглашается с тем, что надо продолжать работать с акциями. Он чувствовал, что финансовые рынки работают циклично, и это дало жизнь его инвестиционной стратегии, которая была сосредоточена на покупке хороших компаний для долгосрочного инвестирования. Опять напоминаю, что долгосрочное инвестирование как ключ ко всему. Ключ имеется в виду ко всему в инвестициях. В те времена активной жизни Прайса это был нестандартный способ инвестирования, если не сказать больше. Тогда, в общем-то, вы помните, что это была Великая депрессия, и очень многое было не так. Вы помните, что именно в этот период зарождается огромная регулирующая система в Соединенных Штатах. Создается комиссия по ценным бумагам, издаются законы о ценных бумагах, о бирже, законы 1934-1933 годов. То есть очень-очень большая, буквально революционная ситуация и революционный процесс сложился в тот период. И, конечно же, Прайс был одним из участников этого процесса как инвестор. В молодости Прайс изучал химию в Смартмо колледж, который окончил в 1919 году. Он быстро обнаружил, что ему нравятся цифры и финансы больше, чем химия, и начал свою инвестиционную карьеру в брокерской фирме из Балтимора Maccabin Goodrich, ныне известной как Legg Mason. Известная компания Legg Mason, хотя она немножечко была тоже вовлечена в скандал при кризисе 2008 года, но она до сих пор существует. Это очень крупная, серьезная компания, которая используется и сегодня в современной жизни инвесторами по самым различным направлениям. В конце концов, Прайс был назначен главным инвестиционным директором этой фирмы. Из-за разногласий, видите, как обычно, гении довольно сложно идут на контакт с руководством, и, как правило, они потом
приходят к каким-то разногласиям. Так вот, из-за разногласий по поводу взглядов Прайса на растущие акции в 1937 году Прайс основал свою компанию T. Rowe Price Associates. И будучи передовым мыслителем, Прайс пошел против принятого правила и стал взимать плату, основанную на размере инвестиций, которые клиенты делали через его фирму, а не на основе комиссионных. То есть он взимал твердую плату, не брал комиссионные, и вот на основе того, что его результатов, он взимал эту плату. Прайс был привержен принципу ставить интересы клиента на первое место. И полагая, что счастливые клиенты приведут к успешному бизнесу. И он, в общем-то, не ошибся. Его модель взимания платы за свою работу, за свое управление, она сегодня привилась и сегодня используется достаточно широко. И поэтому вы с этим можете встретиться в очень многих ситуациях. И либо существуют даже комбинированные методы взимания платы с клиентов. В 1950 году Прайс ворвался в мир паевых фондов, начиная с фонда роста цен T. Rowe, где он занимал должность генерального директора, где он и служил до своей отставки в 1960-х годах. Он продал компанию в 70-х годах прошлого столетия, хотя компания сохранила свое название и остается до сих пор одной из ведущих мировых компаний по управлению активами. Какова же его инвестиционная философия? Прайс считал, что инвесторам необходимо сосредоточиться на подборе акций в долгосрочной перспективе. Вот он ключ, долгосрочная перспектива. Этому должна способствовать дисциплина, важнейшая часть, постоянный процесс выбора акций при ориентировании на их цены и тщательные фундаментальные исследования. Вот мы опять к этому приходим. Помните, была фраза у нас «книжный червь». И вот это вот тщательное фундаментальное исследование есть не что иное, как тенденция быть книжным червем, изучать отчеты, изучать новости, изучать различные репорты и так далее, так далее. Цена стала пионером в стратегии инвестирования в рост. Процесс, с помощью которого инвесторы подбирают компании с превосходным потенциалом роста, чьи доходы и дивиденды, как ожидается, будут расти более быстрыми темпами, чем инфляция и в целом экономика, то есть тот же самый ВВП страны. Джон Трейн, автор The Money Masters, говорит, что Прайс искал следующие характеристики в растущих компаниях для того, чтобы подобрать свои акции. Какие же это характеристики? Давайте с ними познакомимся, потому что это интересно. Так это говорят великие. Глубокие исследования при разработке продуктов и рынков сбыта. Очень важная часть. Отсутствие беспощадной конкуренции. Либо, если уж не отсутствие, то хотя бы ее очень малое влияние. И такие вещи происходили ранее, и они сейчас иногда происходят, потому что есть компании, которые врываются на рынки и приносят что-то новое, абсолютно новое, где просто конкуренции не существует. Вы вспомните, когда-то это была и Apple, когда-то это был Google, да. Сравнительный иммунитет от государственного регулирования. Да, то есть, когда компания создает что-то новое, не связанное с государственными какими-то проектами, процессами, регламентациями, то это действительно снижает влияние на эту компанию. Низкие общие затраты на оплату труда, но хорошо оплачиваемые работники. Интересная ситуация, не знаю, как это довольно сложно, наверное, достигать, но, видимо, компании способны это делать. По крайней мере, 10% прибыль на инвестированный капитал, устойчивая высокая норма прибыли и превосходный рост акций. Вот основные моменты, на что ориентировался Прайс. Прайс провел большую часть своей карьеры, отстаивая модель роста. Хотя к концу своей карьеры он начал сомневаться в широко распространенном энтузиазме отрасли в отношении этой методологии. Это естественно. Знаете, я всегда говорил, что если что-то начинает
делаться в рамках инвестирования, да, или какой-то трейдер, какой-то инвестор изобретает какую-то модель, какой-то подход к отбору акций, или формулу, или методологию, и она является успешной, другие начинают ее копировать. И в процессе этой деятельности вдруг замечаешь, что такая модель, которую начинают активно копировать, теряет свою эффективность. И совершенно естественно, что основатели такой модели потом начинают сомневаться, стоит ли ее продолжать дальше. И очень мало моделей, которые работают долго и постоянно. Как правило, все-таки, это то же самое, когда если все на рынке, это принцип есть такой, если все на рынке начинают делать одно и то же, рынок перестает быть эффективным. Перестает, вы помните, да, что есть инвесторы, которые зарабатывают в целом на общем росте рынка и приходят к какой-то средней позиции, но задача любого менеджера обогнать вот эту усредненную ставку, да, усредненную ставку широкого рынка. И тогда вступает в силу закон, когда кто-то проигрывает, а кто-то выигрывает. Именно благодаря этому начинают делаться рекорды в фондах. И если все делают одно и то же, то трудно найти того, кто проигрывает, а кто выигрывает. Хотя рынок иррационален, и поэтому там постоянно что-то происходит. И постоянно люди ищут новые модели. Это живой организм, как я часто говорю, и поэтому так оно и всегда и происходит. Именно в это время он начал распродавать свою долю в фирме, которой владел. Как оказалось, Прайс был точен и аккуратен в своих подходах к оценке акций, так как в начале 70-х годов прошлого столетия растущие акции значительно упали. Да? К сожалению, его одноименной компании едва удалось выжить, хотя он вышел на пенсию и больше не контролировал инвестиционные решения. Но он предсказал. Это то же самое, как Стив Джобс оставил наследие и очень много оставил в компанию Apple для того, чтобы она продолжала работать, этим пользуются. И также и Прайс, он предсказал то, что может случиться, и свою модель, в общем-то, он даже раскритиковал свою собственную, на что требуется колоссальное мужество. И, тем не менее, компания уже после его ухода из нее претерпела проблемы. Она выжила, она, как я уже говорил сегодня, успешно работает, но были проблемы. Какие же цитаты относятся к Прайсу, либо которые он высказывал? Лучше рано, чем слишком поздно признать уход одной эпохи, исчезновение старых фаворитов инвестиций и наступление новой эпохи, открывающей новые возможности для инвестора. Собственно говоря, это только то, что я только что сказал, это возможность менять, и то, что если все делают одно и то же, надо искать новые подходы. Если мы хорошо служим клиенту, судьба отблагодарит нас. Вот это действительно очень интересные слова. Я заметил, что очень многие управленцы, они действительно верят в судьбу, верят во Всевышнего. И это не плохо, не хорошо, это просто такая тенденция есть. И надо быть просто благодарными, благородными, признательными своим клиентам, потому что это основа работы, основа сотрудничества на очень хорошем таком макроуровне. Перемены единственное постоянное для инвестора. Это всегда нужно помнить. Рынок переменчив, на нем всегда что-то происходит. И поэтому инвестор, который приходит на биржевой рынок, должен четко понимать, единственная постоянная составляющая – это постоянно действующие перемены. Как бы это ни звучало тавтологически. Никто не может видеть вперед на 3 года, не говоря уже о 5 или 10 годах. Конкуренция, новые изобретения, прочие всевозможные такого рода тенденции могут кардинально изменить ситуацию в течение 1 года. Очень хорошие слова и очень хорошая ситуация и очень хорошее определение. Об этом нужно помнить. Что мы не можем гарантировать, если мы пришли, да, мы всегда идем в долгосрок, но мы должны постоянно следить за каждой позицией в нашем портфеле, потому что измениться может все, что угодно. К примеру, сегодня отрабатывается новая технология 5G. И уже все закричали, вот сейчас это будет ракетой будут выстреливать эти компании, которые занимаются 5G.
Но мало кто обратил внимание на то, что население в основной своей массе категорически против этой модели 5G. Почему? Да не потому, что она плохая там, или хорошая, а потому что она предполагает накрыть сетью каждый дом. То есть предполагается, что на крышах каждого дома, в каждом дворе, чуть ли не в каждом дворе, будут стоять микро- или мини-антенны сетевые, да, вот телефонные. И есть большой страх у людей. Я не знаю, правда это или нет, это, в общем-то, пока что не доказано, но у людей есть очень большой страх, что эти излучения могут наносить вред здоровью. Как оно на самом деле? Я не думаю, что кто-то 100% знает правду или истину в данном вопросе. Но люди испугались. И поэтому есть очень серьезные противники этого развития, этого направления 5G. Посмотрим, как оно будет. Но это только подтверждает слова гениального Прайса, за что мы будем ему и благодарны. Очередной участник славы, точнее зала славы Hall of Fame, Джеймс Слейтер. Родился он 13 марта 1929 года в городе Чешир, Великобритания, то есть это не США. А умер он 18 ноября 2015 года. Ключевые позиции, которые он занимал, это было Leyland Motor Corporation, Slater Walker Securities, Bioprojects International PLC, Galahad Gold PLC. Джеймс Слейтер, или его иногда называли Джим Слейтер, известен под псевдонимом «Капиталист». И он регулярно писал колонки в лондонской газете Sunday Telegraph. И в этих статьях Слейтер обнародовал свою собственную стратегию инвестирования в акции, пригласив широкую аудиторию людей из неинвестиционного мира, то есть не инвесторов, в мир инвестиций. Он освещал, писал очень много, что чем-то это даже похоже на то, что я сейчас делаю, да, рассказываю про инвестиции, хотя я никого не приглашаю, я просто освещаю какие-то те или иные направления. Но тем не менее, вот Слейтер занимался чем-то похожим, только через свои статьи в газетах. Слейтеру также приписывают то, что он изобрел показатель отношения цены и прибыли к росту прибыли. Есть такой показатель P/E, который он популяризировал через свою колонку и в Соединенных Штатах, и в своей книге «Принцип Зулу», которая была опубликована в 1992 году. И если вы хотите что-то узнать побольше об этом, то, пожалуйста, прочитайте книгу «Откажитесь от P/E и проложите путь к P/E». Или другая книга «Как соотношение P/E может помочь инвесторам». Вот это тоже очень интересный момент, но так уж сложилось, что до сих пор профессионалы и аналитики, они все-таки ориентируются на P/E. Не знаю, возможно, если вы попробуете использовать P/E как показатель и поизучаете его, может быть, это принесет вам больше успеха и лучше успеха. Это все вопросы дискуссионные, я бы не сказал, что спорные, просто это дискуссионные, исследовательские, это скорее направление такого исследования. Но, тем не менее, Слейтер это делал. Свою карьеру Слейтер начал как дипломированный бухгалтер, а затем корпоративный менеджер. Он занимал эти должности с 1953 по 1963 года в ряде компаний-производителей в США. То есть он перебрался в США потом из Великобритании. Последней из которых была Leyland Motor Corporation. В 1964 году Слейтер заключил партнерское соглашение с Питером Уокером, чтобы основать инвестиционную компанию Slater Walker Securities. Именно с этой фирмой Слейтер прославился в Великобритании благодаря агрессивным поглощениям корпораций. Видите, он тоже, видимо, пропагандировал такую позицию, как инвестор-активист. И мы уже говорили, кто такие активисты. Это люди, которые инвестировали значительную часть в корпорации, а потом, благодаря своему влиянию за счет вливания инвестиций, начинали агрессивно продавливать те или иные решения, выгодные им. К 1969 году
Slater Walker Security стала значительным финансовым конгломератом, а фирма превратилась в инвестиционный банк. Да, вы знаете, таких банков много, и, точнее, не так уж и много, прошу прощения, вот, и большая часть из них на слуху, да, вот такие как Goldman Sachs, например, да, вот, это вот такие очень крупные камни. Lehman Brothers, кстати, тоже был, который рухнул, который тоже был инвестиционным банком и так далее. Компания Слейтера внезапно обрушилась из-за рецессии 73-74 годов в Великобритании, и это обанкротило Слейтера. Тем не менее, как большому, сильному специалисту и великому человеку с серьезной волей, настойчивостью, ему удалось пробиться вновь в высшие эшелоны инвестиционного мира с помощью частных инвестиций и благодаря своим финансовым статьям и работам. Его инвестиционная консультационная служба, компания REFS, помогла ему стать инвестиционным гуру в Великобритании. Слейтер является автором ряда книг и публикаций, в том числе ряда детских книг. И к 2009 году Слейтер работал в качестве председателя правления BioProjects International PLC, а также заместителем председателя Galahad Gold PLC и инвестиционным директором Agri-фирма. Какова же его была инвестиционная философия? Слейтер излагал свои мысли об инвестиционной стратегии в своей еженедельной рубрике, как мы уже говорили в газете, и в ряде своих книг. Он склонялся в пользу небольших растущих компаний, которые, по его мнению, недооценены рынком. Это очень такой серьезный момент, и есть люди, есть инвесторы, специалисты, которые этим занимаются и сегодня, и они дают хорошие, в общем-то, показатели, но это очень серьезный большой труд. Чтобы найти эти акции, Слейтер использовал коэффициент P/E о котором мы уже говорили, который сочетает рост и стоимость инвестиций, сравнивая соотношение цены и прибыли компании, имеется в виду цены акции, с ожидаемым уровнем роста прибыли на акцию. И для Слейтера акция с соотношением P/E была недорогой, если она имела высокий рост прибыли. Слейтер также популяризировал метод, известный как разбор активов, относящийся к приобретению и последующей распродаже активов компании. Практика, которую многие считают излишне суровой и затратной для сотрудников компании. Но это, собственно говоря, практика инвестора-активиста. Не буду уже повторяться, я об этом говорил несколько раз. Какие же цитаты ему соответствуют или о нем кто-то что-то говорит? Давайте посмотрим и послушаем. Большинство ведущих брокеров не могут найти время и деньги, чтобы исследовать мелкие акции. Поэтому вы, скорее всего, можете найти выгодные акции для себя в этой недостаточно задействованной области фондового рынка. Вот интересно, да, сказано. Посмотрите, действительно, люди ориентируются на горячие позиции, на горячие акции и оставляя в стороне маленькие компании. А если на них потратить время, если ими очень серьезно заняться, то здесь тоже можно найти очень хорошие и прогрессивные активы, которые можно использовать и которые дадут серьезный рост. Подчеркивая свое мнение о большом потенциале роста небольших компаний, Слейтер говорил: «Однажды я сравнил очень большую компанию со слоном, отметив, что слоны высоко не подпрыгивают». Хорошая такая цитата, да, то есть я тоже иногда пытаюсь такие аллегории применять, когда действительно, что значит слоны высоко не подпрыгивают? То есть цены акций на крупные компании очень трудно подпрыгнуть вверх высоко, а мелкие акции действительно резко могут вырасти. Но не хочу всех вовлекать в этот процесс своими такими заявлениями простыми, потому что всегда помните, что здесь однозначно сразу же выскакивает вопрос риска. Чем мельче компания, чем больше у нее потенциал роста, тем больше у нее риск провала. Так что тоже об этом надо помнить. Поэтому эти работы, и эта работа с мелкими компаниями, это очень тщательная, скрупулезная работа для того, чтобы заниматься очень тщательно риск-менеджментом.
Вы получаете от инвестиций то, что вкладываете в них. Поэтому первое решение, которое вы должны принять, это сколько времени вы готовы посвятить первоначальной задаче изучению базовых знаний об инвестициях. Вы знаете, вот это очень важная часть, очень важный момент, потому что очень многие хотят прийти, проинвестировать, хорошо заработать, но постоянно забывают, а готовы ли вы для этого посвятить свое время, либо много времени, либо часть времени, для того, чтобы узнать больше об инвестициях, чтобы понять, как они работают. Как я уже говорил ранее, один из великих людей говорил, что люди очень хотят, чтобы им сказали: инвестируй сюда, покупай столько-то, в таких-то процентах, ты получишь те или иные прибыли, ту или иную доходность, и все будет прекрасно. Так хочет большинство. Но я вас очень прошу, уважаемые слушатели и зрители, посвятите время тому, чтобы изучить инвестиции в целом, как базовые активы. Изучите базовые знания, чтобы понимать, что такое риск, что такое доходность, что такое консервативные инвестиции, что такое агрессивные инвестиции, инвестирование в рост, инвестирование в стоимость и так далее, так далее. Изучите базовые активы, о которых я уже упоминал в одном из своих, в общем-то, обзоров, такие как акции, облигации, драгоценные металлы и так далее, так далее. Это очень-очень важно. И именно этому посвящал свое внимание Слейтер. И именно это должно приносить успех. Вот что я хотел сказать на эту тему о великом инвесторе Слейтере. Уважаемые друзья, ну вот мы с вами посмотрели еще троих великих инвесторов. У меня в запасе еще есть, да, как говорится, а еще у них оставалось. Так вот, у меня еще в запасе есть целая группа инвесторов, о которых мне хотелось бы с вами поделиться. Поэтому мы продолжим эту рубрику, и время от времени я ее буду демонстрировать. А сейчас давайте посмотрим, какова же у нас картинка биржевого дня. Давайте посмотрим. Итак, фотография биржевого дня. Итак, еще раз, у нас сегодня 14 мая закончилась сессия. Эта презентация подготовлена для 15 мая 2019 года. И мы с вами смотрим, что же у нас случилось на бирже. А на бирже у нас уже второй день такой тренд падения. Мы сейчас смотрим Dow Jones индустриальный. Мы видим, что вот здесь у нас вот сформировалась некая вот такая вот ниспадающая волна, в общем-то, C, и внутри волны B. И мы ожидаем, что она еще какое-то время должна продлиться. Возможно, она здесь какое-то время, в общем-то, подергается вверх-вниз, но в целом она какое-то время продлится, и потом ожидается, что она еще найдет в себе силы подняться, и уже потом выйдет на большую-большую волну, и которая начнется, в общем-то, в Dow Jones индустриальный у нас не спадать. Ну, я уже сказал, что причина в этом была спровоцирована переговорами между Америкой и Китаем, и началась вот эта вот война таможенных тарифов, и сейчас Китай поднял довольно-таки высоко таможенные тарифы. В общем, началось вот такая, в общем-то, вещь не очень приятная и не очень способствующая настроениям. И поэтому сейчас у нас рынок немножечко скорректировался. Драматичного в этом нет, мы это все ждали, все, в общем-то, было достаточно предсказуемо. И даже если бы не было войны тарифов, было бы что-нибудь другое. Это не имеет значения, волны или вот работают, и работают они так, как и, в общем-то, положено. Так что вот сейчас мы видим вот такую вот интересную вещь, которая происходит внутри у нас, в общем-то, волны D, которая сейчас идет по расширяющемуся треугольнику. Мы с вами уже об этом говорили. Я не буду сейчас на этом задерживать особо внимание. Если мы сейчас посмотрим на индекс S&P 500, то мы тоже увидим здесь
падение, но это, в общем-то, широкий рынок, ничего тут нового нет, мы просматриваем, в общем-то, коррекционные удлиненные линии, которые попали вот в такой вот коридор, внутри этого коридора мы находимся. Да, сегодня у нас 14 мая, сегодняшняя биржа, она отталкивалась, и она, в общем-то, выталкивала некоторые акции вверх, вот, но в целом пока что из коридора мы не выскочили, поэтому мы тут продолжаем двигаться по ниспадающей волне, и, в общем-то, широкий рынок также повторяет то же самое, что и было у нас по Dow Jones, и мы видим здесь вот линия поддержки, да, линия поддержки, которая была когда-то линией сопротивления, она сейчас пытается поддержать рынок. Все будет очень много зависеть от того, как мы сейчас с этим справимся. Либо мы возле этой линии поддержки перейдем в некоторое такое продольное, может быть, вот такое вот состояние, и потом мы, может быть, даже и начнем подниматься. Либо, если мы пробьем, то тогда у нас цели будут несколько ниже. В общем-то, будем смотреть, но в любом случае волны нам показывают такую вот картинку, которую вы видите. Ну и опять-таки здесь у нас, если смотреть недельные волны широкого рынка, они опять-таки показывают нам расширяющийся треугольник, и мы в преддверии волны и завершающей, но перед этим мы еще сначала по коррекционным волнам погуляем, и потом только решимся на вот такое, в общем-то, серьезное снижение, но это будет очень-очень долго, достаточно длительный период, может быть год, может быть полтора, то есть нас впереди ожидает очень много интересного. Уходить ли сейчас в короткие позиции, так это пока что еще аналитики не решились в целом, и пока что еще, да, и тут другие, в общем-то, есть индикаторы, которые говорят, что надо пока от этого воздержаться, да, то есть короткие позиции, возможно, будет сейчас не самое лучшее решение, опасное, если только не хеджироваться. В общем-то, вот хеджирование, оно может быть здесь где-то помочь. А уходить в короткие позиции для заработка, на мой взгляд, еще рановато. Будем смотреть на развитие рынка. Пока что вот мы должны еще отработать вот некоторый подъем, а уже после этого будем серьезно браться за это дело. NASDAQ. Ну, NASDAQ, всем известно, что вот у нас NASDAQ это технологический сектор, и он так сильно рос последние годы. Много раз вы видели мои обзоры рынка, где я рассказывал, посмотрите, если сравнивать с широким рынком, как лидируют технологические компании, как они серьезно поднимаются. Они обгоняют широкий рынок самым сумасшедшим образом. Но, как известно, что все, что высоко выросло, оно обязано упасть. Это неприемлемый, необратимый закон природы, закон, в общем-то, развития, и поэтому мы сейчас видим, что мы выпадаем из коридора NASDAQ, и, конечно же, самый большой, скорее всего, что удар будет нанесен в моем видении, да и не только в моем, но и многих других аналитиков, именно по технологическому сектору. И нас ожидает впереди именно, возможно, даже уход от технологического сектора. Ну, в общем-то, не будет, может быть, он даже таким, в общем-то, успешным, потому что он очень сильно отработал. Это не значит, что технологии у нас перестанут работать, и мы не будем чего-то развивать. Но уж очень-очень такой вот мощный, сильный у нас случился вниз такой вот спад, и это нам тоже играет далеко не на руку. Если мы посмотрим золото, оно пробило вот такую нисходящую линию и начало расти, но в целом оно все равно еще продолжает находиться на волне, вот большой зеленой волне, и внутри коррекционные волны сформированы, и вот оно пытается вырасти. Пока что я бы на это сильно не рассчитывал, исходя из прочих тенденций на снижение. Скорее всего, что одно золото может внутрь опять уйти. Почему? Потому что если посмотреть на его брата-близнеца серебро, то серебро не следует за золотом, что выглядит достаточно странно. Видите, оно продолжает находиться в таком, в общем-то, коридоре и не пытается вверх подняться. Так что серебро не поддержало золотое направление, и поэтому пока что нам нужно быть с этим осторожно. А
Что это говорит? Если все-таки инвестор массово не стал уходить в золото, серебро, в драгоценные металлы и облигации массово, это говорит о том, что в принципе у биржевого рынка еще есть определенная энергия для того, чтобы отработать поднимающиеся волны. С этим надо, в общем-то, действительно соглашаться и мириться, и это принимать во внимание. Именно поэтому нельзя торопиться с короткими позициями и пока что придерживаться позиций длинных, то есть придерживаться на рост. Но при этом, конечно, нужно быть максимально осторожным в данной ситуации. Я вовсе не хочу сказать, что у нас рынок будет прямо все будет расти, как на дрожжах. Я это не утверждаю. Я говорю только о том, что пока что еще силы есть, и мы должны это использовать. И когда уже четко развернется вниз, вот тогда мы будем уходить в короткие позиции. Ну вот одна из таких компаний, это вот у нас Twitter. Пока что выглядит он хорошо, прилично и вполне может развиваться, и на нем можно заработать. Кстати, вот на этой неделе из-за того, что рынок начал сильно оттягиваться, у нас закрылись на стопах с очень хорошей прибылью несколько компаний. Вот у нас компания, я уже рассказывал, Canopy Growth Corporation, она была закрыта. Zentak у нас, в общем-то, закрылся, но мы опять в него вошли. И еще несколько компаний, которые принесли нам достаточно. Roku, кстати, International, которая сильно подскочила, и она потом пошла вниз, но мы хорошо на ней, очень хорошо заработали. Так что мы еще есть какой-то определенный потенциал для того, чтобы с этим справляться. И в завершении мне хотелось сказать несколько слов про биткоин. Он буквально на прошлой неделе пробил линию сопротивления. Мы на этом пробое мы вошли в эту позицию, и она сразу же как-то так вот поскакала, извините за выражение вот такое, и пошли даже целые вот окна стали открываться, очень большие разрывы, и она стала, в общем-то, расти и выросла на сегодня, скажем так, сегодня она у нас закрылась на стопе, принеся прибыль примерно 25% только на этой позиции. Но я вовсе не хочу разжигать у вас настрой такой, что это все очень легко и просто, потому что сегодня биткоин очень сильно развернулся и упал больше, чем на 8%, где-то 8-9%, сформировав такую очень длинную свечу и отразив то, что, скорее всего, что он начинает свое неспадающее, в общем-то, движение, скорее всего, что по этой вот зеленой волне 2, и поэтому нам, в общем-то, теперь с ним уже не по пути. Вообще, я всегда всем рекомендую, что никогда не влюбляйтесь в какой-то биржевой актив, да и в какой-то любой другой актив, потому что если его держаться все время вне зависимости чего, то можно заработать проблемы. И поэтому, в общем-то, очень волатильный это инструмент. Да, на нем можно много заработать, но заработать можно только если профессионально этим заниматься. Поэтому я бы скорее в общем-то, доверился профессиональному управленцу, кто умеет это делать, чем начинать самому экспериментировать, покупать биткоины. Тем более, что мы биткоины покупаем через фонд GBTC, это, в общем-то, траст, созданный специально для биткоина, то есть мы не покупаем сами биткоины, а инвестируем в такой фонд, это ETF получается, который легко можно купить, легко можно продать. Это, в общем-то, удобно, и небольшая у него цена, вы видите, да, то есть мы вошли где-то по $7, продали где-то почти за 10, то есть это очень здорово на самом деле получается, и сегодня он развернулся и стал падать, и, в общем-то, скорее всего, что он и дальше будет двигаться, как я уже отметил. И вообще я заметил, что, возможно, это временно, а может быть и нет, что биткоин, когда рынок начинает падать, биткоин начинает расти, и вот сегодня рынок начал вроде отбиваться, пытаться расти наверх, биткоин сразу стал падать. То есть пока что вот эта взаимосвязь, насколько она устойчива и является ли это взаимосвязью твердой, я пока сказать не могу, такого, в общем-то, жесткого исследования я не делал, но пока что вот такой вот зависимость я отметил. В любом случае, пока что мы из него вышли, будем ждать, когда отработает неспадающая волна, но в целом вроде как похоже, что биткоин намерен
потом расти в таком долгосрочном варианте. Во всяком случае, выйдем на третью волну, мы можем на это, в общем-то, заработать. Пока что мы с него вышли, заработали, и слава богу, и все это, в общем-то, нормально. И это вот мы видим дневные свечи. Если мы посмотрим недельные свечи, то мы тоже видим, что, в общем-то, вот эта вот зеленая вот разметочка волны 3, она уходит на волну 4, потом, может быть, войдет на 5. Посмотрим, как это все будет у нас развиваться. Но в любом случае, вот это вот красный крест, вы сами понимаете, слово крест ничего хорошего не обозначает, да. Не зря японцы, в общем-то, когда изобретали эти японские свечи, они очень много таких фигуральных выражений дали разным рисункам. Вот это вот рисунок, он так и не назвали крест, который обозначает, что меняется направление рынка, да, то есть не рынка, а в данном случае движение конкретной позиции. И нам это, в общем-то, сейчас не нужно, поэтому мы и вышли. Так что и вам я советую быть с этим крайне осторожным. Посмотрите мое видео, которое так и называется. Это было первое видео на моем канале, так и называется «Не влюбляйтесь в биржевой актив». Надо быть холодным спекулянтом, с холодной головой, с горячим сердцем, ну и так далее. Вот. Так что будьте в этом плане осторожными. На этом я завершаю такой короткий наш обзор. Теперь мы встретимся в субботу и очень детально поговорим о прочих ситуациях, которые еще состоятся. У нас еще 3 дня биржевых впереди, которые мы с вами посмотрим, изучим и будем на это обращать внимание. Ну а сейчас я завершаю свой вот этот вот блок рассмотрения биржевой картинки, фотографии биржевого дня. Сегодня мы с вами узнали имена еще 3 великих инвесторов, которые находятся в таком импровизированном зале славы. Мы с вами посмотрели биржевую картинку или фотографию биржевого дня, и вы сейчас в курсе того, что происходит у нас на бирже после этого обзора, имеется в виду на текущее его состояние. И, наверное, мы сейчас будем уже завершать наш этот обзор. Мне бы очень хотелось, чтобы вы не просто смотрели мои вот эти вот обзоры, а также, в общем-то, учились здесь чему-то, делали выводы. Иногда я наблюдаю за тем, что люди смотрят вот я смотрю статистику своих видеообзоров, ну, посмотрят, допустим, ролик длится там 30 минут, 40 минут, посмотрят 15 минут, там 10 минут и бросают. Я не знаю, какие порции из этих, в общем-то, из этих видео вы смотрите, но мне бы хотелось, чтобы вы все-таки учились. Хотите быть успешными инвесторами? Становитесь книжными червями, в данном случае червями по видео, да, но учитесь, смотрите. Ведь лучший инвестор – это образованный инвестор. Об этом надо помнить всегда. И это вам нужно, дорогие мои. Это ваше устремление. Вы создаете себе финансовые планы, финансовые капиталы. Поэтому учитесь. Ведь я ничего не требую, я никуда не зову, ни к чему не призываю. Я просто делюсь знаниями. Ну а сейчас, наверное, мы с вами попрощаемся на время, встретимся уже в ближайшую субботу с более детальным обзором биржевой недели. Ну вот, я хочу всем пожелать счастья, любви, радости и всего самого-самого наилучшего. До свидания.